Всем привет! С вами Илья Тер. Сегодня в ролике я тебе расскажу и покажу, как открыть все 6 концовок в игре Genshin Impact со встречи с Наэль. Вторая глава под названием «Подготовка к рыцарскому экзамену». Приятного тебе просмотра! Ну, поехали уже наконец-то открывать все концовки. My name is Noelle, maid of the Knights of Favonius, and it's my pleasure to be joining you on your adventure today. Should you encounter any problems at all at any point throughout your journey? За встречу с ней во второй главе мы также с вами получим награду, как и в первой, а именно 600 опыта приключений, 60 камней истока, 15 опыта героя, 6 штук фрагмента топоса Предхила, 6 штук указания борьбы, материал для повышения таланта, 5 штук особого блюда, невесомые блинчики. И, конечно же, достижения, за которые мы получим плюс 30 камней истока. Для того, чтобы нам с вами получить первую концовку, нам необходимо отправиться в библиотеку, найти там Наэль и поговорить с ней. Наэль обеспокоена о предстоящем экзамене, и нам необходимо ей помочь с подготовкой. Для первой концовки выбираем следующие реплики. «Просто пришел повидаться с тобой. Я могу помочь? Полгода? Излишняя нагрузка только ухудшит положение. Смена обстановки могла бы помочь». Отправляемся в Ли Юэ и выбираем следующие варианты ответа. Это потому, что Наэль очень милая. Хочешь, я научу тебя есть палочками? Понимание местной культуры поможет тебе получить новый опыт и узнать много нового. Положись на меня. Отправляемся в ресторан «Народный выбор» и выбираем следующее. Самое главное — получить удовольствие, не надо себя заставлять. Ты тоже очень вкусно готовишь. Наэль хочет пойти в кузницу «Холодный клинок», поэтому мы туда и отправляемся. Здесь Наэль познакомится с ребенком, который сначала обвинит ее в краже, а потом придет в восхищение от ее меча. И после этого он скажет, что она настоящий рыцарь. Она рыцарь и никогда не сделает такого. Пойдем в порт, мы можем научиться чему-нибудь у миллилитов. После разговора отправляемся к каменным вратам, чтобы помочь поймать похитителей сокровищ. Наэль хочет справиться сама, поэтому мы сражаемся с похитителями сокровищ только с помощью Наэль. После того, когда мы их побеждаем, мы разговариваем с миллилитом о том, что все прошло отлично, что все враги повержены. Наэль сама справилась. Отправляемся туда, куда хочет Наэль, и выбираем следующее. Будь то Mondstadt или Ли Юэ, каждый просто хочет лучшее будущее. И если мы с вами сделали все правильно, то после небольшого диалога мы с вами получим первую концовку под названием «Отдых среди скал». Для того, чтобы нам с вами получить уже вторую концовку, нам необходимо выбрать этап. Традиционное вооружение Ли Юэ. Говорим мальчику у кузницы, зачем ей воровать? У нее уже есть оружие. Начнем с ресторана «Три чашки» в порту и двинемся дальше. Отправляемся в заведение «Три чашки» в порту. Там мы познакомимся с местным рассказчиком по имени Тянь Железный Язык. Он нас попросит сопроводить его за пределы города, чтобы помочь отыскать его вдохновение. В разговоре с Тянь Железным Языком можно выбрать два варианта ответа. Или снова начинается, или ну вот опять. Отправляемся к точке горы Тяньхэн. Там рассказчик поручит Наэль прибраться в лагере хиличурлов. Разрушаем их все постройки. Дальше необходимо будет победить самих хиличурлов. После того, когда мы их побеждаем, нам необходимо еще отдать этому рассказчику устройство хаоса, если есть наличие. Ты называешь это черпать вдохновение из реальной жизни? Возвращаемся в гавань и слушаем немного приукрашенный рассказ этого рассказчика. После небольшого диалога мы с вами наконец-то получим вторую концовку под названием «Горничная рыцарь». Для того, чтобы нам с вами получить уже третью концовку, выбираем самый первый этап. Отправляемся в библиотеку и ищем там Наэль, чтобы с ней поговорить. Для того, чтобы нам получить нужную концовку, выбираем следующие реплики. «Ты неважно выглядишь. Я помогу тебе с подготовкой. Я думал, он совсем скоро.
Может, сначала попробуешь снять тревогу? Не прячься от стресса, встреться с ним лицом к лицу. Ты могла бы сдать еще несколько экзаменов, чтобы привыкнуть к атмосфере. Рейтинговые испытания гильдии Искателей Приключений помогут тебе стать сильнее. Отправляемся к стойке гильдии Искателей Приключений. Там мы побеседуем с Катериной. Она нам посоветует обратиться к Сайрусу, который занимается отбором новых путешественников. Я спрашиваю для Наэль. Идем разговаривать уже с самим Сайрусом о сдаче вступительного экзамена. Для того, чтобы нам получить нужную концовку, нам необходимо отвечать на вопросы правильно. А вот и ответы. Ветряная Астра. Руальд. Пепельное море. Опрос окажется успешно пройден, и нам стоит перейти к следующей части экзамена. На сей раз Сайрус поставит новую задачу для Наэль – приготовить сытное и подходящее блюдо для путешествий. Правильный вариант ответа будет мясной стейк. Либо готовим мясной стейк на печке, которая будет стоять рядом, или если есть уже готовое, то просто отдаем ему это. Оценив кулинарные способности Наэль, отправляемся в каньон Светлой Короны и взбираемся на возвышенность, чтобы поговорить с Сайрусом. После разговора нам необходимо победить Стража Руин за 70 секунд. Во время этого экзамена будут доступны все персонажи, поэтому проблем не должно возникнуть. Я обязательно приду. Успешно справившись с этим тестированием, возвращаемся обратно к Сайрусу, чтобы узнать свои результаты. Он с радостью принимает Наэль в свои ряды Искателей Приключений. И если мы сделали все правильно, то после небольшого диалога мы с вами получим уже третью концовку под названием «Высший балл». Для того, чтобы нам с вами получить уже четвертую концовку, нам необходимо выбрать этап. Вступительный экзамен Искателей Приключений. Идем разговаривать уже с самим Сайрусом о сдаче вступительного экзамена. Для того, чтобы нам получить нужную концовку, нам необходимо отвечать на вопросы правильно. Ветряная Астра. Руальд. Пепельное море. На сей раз Сайрус поставит новую задачу для Наэль – приготовить сытное и подходящее блюдо для путешествий. Правильный вариант ответа будет мясной стейк. Мы опять отдаем ему мясной стейк и после этого отправляемся опять к каньону Светлой Короны, чтобы принять у него заключительное испытание. В этот раз, чтобы нам получить другую концовку, нам необходимо провалить испытание. То есть Стража Руин за 70 секунд не нужно побеждать. Просто ждем, когда закончится время самого испытания. Это потому, что ты была слишком зациклена на экзамене. После боя вновь поднимаемся к Сайрусу, чтобы узнать свои результаты. Глава гильдии сообщит, что он принимает Наэль в ряды Искателей Приключений, хотя она и не набрала высший балл. Наэль будет расстроена таким результатом, и она решает снова пойти в библиотеку, чтобы поучиться. Мы также отправляемся туда, чтобы с ней поговорить. Но перед этим не забудьте взять конспект Наэль, чтобы получить достижение. И если мы сделали с вами все правильно, то после небольшого диалога мы с вами получим четвертую концовку под названием «Неправильные ответы». Чтобы нам с вами получить уже пятую концовку, нам необходимо выбрать самый первый этап. Просто пришел повидаться с тобой. Я помогу тебе с подготовкой. Я думал, он совсем скоро. Излишняя нагрузка только ухудшит положение. Не прячься от стресса, встреться с ним лицом к лицу. Ты можешь попытаться представить, что успешно сдала экзамен. Если ты сможешь выполнять обязанности настоящего рыцаря, то ты будешь более уверенной на экзамене. Отправляемся в горы Буревестник и собираем свежие валяшки на берегу реки. После этого рядом появятся пирослаймы, их нужно будет одолеть, чтобы собрать необходимые предметы для барона Зайчика. На противоположном берегу есть лагерь хиличуров, мы туда и отправляемся, чтобы проверить барона Зайчика. Затем нам необходимо победить самих хиличуров, когда мы поставим его. После неудавшейся попытки стать скаутом, выбираем следующие варианты. Можно стать такой, как действующая магистр Джин. Джин часто помогала местным жителям в округе.
Возвращаемся в город. Около входа найдем Марджони, которая потеряла свой монокль. Мы решаем ей помочь и взять обязанности Джин, чтобы найти предмет. Напоминает о поучении, связанных с пропавшей кошкой и налоговыми декларациями. В поисках подсказки поднимаемся на ярус выше и разговариваем с Глорией, сидящей на скамейке. После этого на карте появятся отметки 3 крыш. На одной из них будет та самая линза. Когда мы ее найдем, возвращаемся к Марджони и отдаем ее пропажу. И если мы сделали с вами все правильно, то после небольшого диалога мы с вами получим 5-ю концовку под названием «Ноэль единственная и неповторимая». Чтобы нам с вами получить уже 6-ю финальную концовку, нам необходимо выбрать этап. Как стать скаутом? Можно стать такой, как капитан кавалерии Кейя. Ты можешь начать с простых деталей. Возвращаемся в город и идем в таверну, чтобы применить на себя роль Кейи. Говорим с барменом и по его просьбе даем сидящему неподалеку Пейну заказанный напиток. Непростая ситуация. Ему больше не наливать. Затем поднимаемся на 2-й этаж, собираем со всех столов 12 бокалов. После этого спускаемся вниз, разговаривать уже с барменом. Ноэль продолжит заниматься в таверне делами, после этого завершится вся встреча. Ты по-своему заботишься о Манштате. То же самое и с экзаменом, просто старайся делать хорошо то, что у тебя хорошо получается. И если мы сделали все правильно, то после небольшого диалога мы с вами получим финальную 6-ю концовку под названием «Профессиональные обязанности горничной». Спасибо тем, кто досмотрел этот ролик до самого конца. Если помог, поставь лайк, подпишись на канал, не забывай про колокольчик. Удачи в прохождении встречи. А с вами был Илья Тер. Увидимся в следующем ролике. Всем пока-пока.